Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Медвежонок Тэхён в армии уже 206 дней. Увидимся через 342 дня. Зайчик Чингук в армии уже 205 дней. Увидимся через 343 дня. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Тэхён очень бурно реагирует, когда видит Чингука. Когда пытаешься быть спокойным и не краснеть, но как только появляется твой возлюбленный, то контролировать себя не получается. Как только Чингук появляется в комнате, то Тэхён начинает нервничать. Посмотрите, как он глубоко задышал и как незаметно на него поглядывает. Вы не можете погасить такие чувства, ваши глаза все равно выдадут вас. Определенно он оказывает на него сильное эмоциональное воздействие. А что говорить, такой зайчик как Чингук кого угодно расшевелит. А вообще им обоим туговато скрывать свои эмоции. 9 место. Чингук внимательно следит за стилем и прическами Тэхёна. Тэхён не только икона моды, но и объект наблюдения и обожания Чингука. Помните, когда Чингук узнал эпоху по цвету волос Тэхёна? Намджун, это со времен Fake Love? Чингук, нет, это Айдол. Демонстрирует доказательства. Чингук говорит, это можно понять по прическе Тэхёна Хёна. Такой вот наблюдательный Чингук, который помнит все, что связано с его любимым. Восьмое место. Переплощение Вигу и серьезных мужчин во влюбленных котиков. Сначала вы два гордых представителя своей нации. Говорите о важном на пресс-конференции в Белом доме. А потом просто хорошо проводите время на съемках, не отходя друг от друга. Работа работой, а как приятно положить голову на крепкие плечи любимого, и неважно, что скажут. Положив голову на плечо Тэхёна, Чингук дал понять, что территория занята и находится под охраной. Я подозреваю немало желающих присвоить Тэхёна. Тяжело Чингуку приходится. Было ли хоть одно появление ребят на публике, которое не вызвало дикий ажиотаж? 7 место. Чингук так сильно расслабился, находясь рядом с Тэхёном, что уснул прямо во время съемок. Возможно, многие видели только фотографии данной съемки Вигу, но давайте поностальгируем и внимательно посмотрим видео. Маленьких Вигу снимают. Видно, что ребята очень уставшие. Видно, что Тэхён, хотя и сонный, но находится в реальности, а Чингук так сильно расслабился, что просто спит на ходу. У Чингука уже есть инстинкт, что если рядом будут колени, плечи и животик Тэхёна, то можно полностью расслабиться и поспать. Чингук хорошо справился, и поснимался, и поспал, но зато все получилось реалистично. 6 место.
Тэхёну нужно, чтобы зайка был как можно ближе, у него под бочком. Тэхён всегда хочет быть рядом и при любом удобном случае проявляет тактильность к Чонгуку. Но и сам Чонгук, который привык к этому, и никак не мешает своему парню, потому что ему это тоже очень нравится. Боже, еще и эта одежда, одна на двоих. Какой же Тэхён нежный и тактильный. Завоевал сердце Чонгука. Мне кажется, если бы Тэхён так не проявлялся к Чонгуку, то, возможно, у нас бы не было такой прекрасной пары. Тэхён понимал, что Чонгук очень скромный и взял инициативу в свои руки. Немного отвлечемся и посмотрим, что ели вчера наши солдатики в армии. Завтрак Тэхёна. Рис, тушеная паста из свинины и красного перца, жареные овощи с беконом, пельмени, кимчи. Калорийность 1055 килокалорий. Завтрак Чонгука. Рис, суп из говядины, жареный квадратный рыбный пирог, кимчи, терияки из тушеной курицы, молоко, калорийность 761 килокалория. Обед Тэхёна. Рис, капустный суп на говяжьей косточке, жареный осьминог и свиная грудинка, пряные ростки амаранта, редька кимчи, банановое молоко, калорийность 951 килокалория. Обед Чонгука. Рис, соус из приправы шнит-лук, холодный суп из ростков фасоли, кальмары и овощное рагу, кимчи, ребрышки, арбуз. Ужин Тэхёна. Коричневый рис, суп джампонг суджеби, менбоша и соус чили, яичница-болтунья, кимчи, напиток, ферментированный лактобактериями. Калорийность 1202 килокалории. Ужин Чонгука. Рис, будычиге, пулькоги из говядины с приправами, листья капусты и сладкий перец, нарезанный кимчи из редьки, виноградный напиток. Калорийность 1083 килокалории. Продолжим. 5 место. Тэхён обнимает и целует Чонгука. Уверена, такого не было в сценарии. Тэхён сделал то, что хотел. Боже, как здесь Тэхён мило гладит Чонгука по волосам. Причем 2 раза. И обратите внимание, как Тэхён имитировал объятия с Чонгуком в конце. А точнее, объятия и поцелуи. Чонгук, когда встал, сразу посмотрел на Тэхёна, поражаясь, насколько смелый его бой. Обратили внимание, что никто из участников не проявил такого внимания к Чонгуку, как Тэхён. Ребята уже просто не лезут в их парочку, все понимают. 4 место. Только по одному взгляду Вигу можно понять, что у них любовь-морковь. А вы тоже сначала гладите друга по шее, смотря на его губы, а затем ухмыляетесь. Этот взгляд Тэхёна просто огонь. И Чонгук такой довольный, губу покусывает, смотря на то, как Тэхён получает удовольствие от его поглаживаний. Интересно было бы услышать мысли Намджуна по поводу таких дружеских взглядов. Там, наверное, ни одного цензурного слова нет. 3 место. Это выступление часто пересматривают из-за горячего поведения Вигу.
Выступление BTS Home собрало более 51 миллиона просмотров. И знаете, какой момент самый пересматриваемый? Люди смотрят по несколько раз, где Вигу съедают взглядами друг друга. И не говорите, что сами не смотрели эту часть по 100 раз. Однозначно этот момент входит в копилку лучших моментов. Второе место. Если один что-то сделает, то второму нужно обязательно повторить. У ребят с самого юношества была особая и сильная связь. Они, как два магнитика, постоянно терлись друг около друга. Чонгук, уходя, решил поклониться и попрощаться с толпой. Тэхён, увидев это, незамедлительно вернулся и сделал то же самое. А после эти два магнитика взялись за руки и поклонились вместе. Мы с Варварой ходим парой и повторяем друг за другом. Первое место. Даже когда Тэхён не является темой разговора, Чонгук все равно вставит несколько предложений о нем. Бантанам надо было описать приложение V-Live, а Чонгук просто начал описывать Тэхёна. Если вы посмотрите на Ви, он покажется вам сумасшедшим, не так ли? С ним будет очень шумно, и мы будем много разговаривать. Еще и с такой любовью о нем говорит. Ну, мы уже поняли, нужно или не нужно. Чонгук захотел поговорить о любимом Тэхёне, он и поговорил. Ну а что, кто ему запретит? На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!